Всем привет! В этом видео будет детально разобрана одна из возможных причин развития острой боли в области поясницы, которая вызвана наличием триггерных точек в квадратной мышце поясницы или musculus quadratum lumborum, а также упражнения, которыми можно помочь себе избавиться от этой проблемы. Всем прекрасного самочувствия, с вами я, Сергей Чернов, и проект Слав-йога. Для того, чтобы правильно понимать процесс корректного терапевтического воздействия и правильно подобрать лечебные упражнения, направленные на устранение триггерных точек в квадратной мышце поясницы, давайте сначала ознакомимся с анатомией и функцией данной мышцы. Первая группа вертикальных волокон образует самую мощную часть мышцы. Вверху они прикрепляются к внутренней половине 12-го ребра, а внизу к верхней части заднего отдела гребня подвздошной кости, иногда к подвздошно-поясничной связке. Вторая группа мышечных волокон, на рисунке они обозначены желтым цветом, ориентирована в косом направлении. Вверху подвздошно-поясничные волокна прикрепляются к первым 3 или 4 поперечным отросткам поясничных позвонков, а внизу к гребню подвздошной кости и часто к подвздошно-поясничной связке. Третья группа косых пояснично-реберных волокон, на рисунке они обозначены зеленым цветом, вверху прикрепляется к 12-му ребру, а внизу к большинству или ко всем отросткам поясничных позвонков. Следует отметить, что форма, размеры и степень развития отдельных мышечных волокон может значительно варьировать от человека к человеку. Обратите внимание на данный рисунок, на котором слева и справа проиллюстрирована квадратная мышца поясницы двух разных людей. В вертикальном положении тела квадратная мышца поясницы, сокращаясь, регулирует, а точнее тормозит наклон в противоположную сторону. Роль квадратной мышцы поясницы в стабилизации поясничного отдела позвоночника настолько велика, что ее полный двусторонний паралич приводит к невозможности ходить даже с опорой. Квадратная мышца поясницы также стабилизирует 12-е ребро, что имеет огромное значение для дыхания, особенно для форсированного выдоха. При фиксированном тазе musculus quadratum lumborum одной из сторон осуществляет наклон туловища в свою сторону. При фиксированном позвоночнике одностороннее сокращение данной мышцы приводит к подъему таза и бедра на этой же стороне. Двустороннее сокращение квадратной мышцы поясницы приводит к разгибанию в поясничном отделе позвоночника. Квадратная мышца поясницы принимает участие во вращении позвоночника. При фиксированном тазе она участвует во вращении туловища в сторону сокращенной мышцы. Острое и внезапное возникновение миофасциального болевого синдрома в квадратной мышце поясницы очень часто приводит к неотложным проблемам. Например, при возникновении боли, когда человек в результате неосторожного движения, например, заправляя кровать, буквально падает на пол и не может самостоятельно подняться в вертикальное положение. Еще одним распространенным примером острой активации триггерных точек в квадратной мышце поясницы является банальный резкий выдох, вызванный, например, чиханием. Кстати, такой случай был у Маши, о которой я рассказывал в данном ролике в контексте безоперационного лечения межпозвонковой грыжи. Давайте пристально посмотрим на варианты расположения триггерных точек и характерные паттерны отраженной боли, которые вызываются ими. Существует 4 типичных места расположения триггерных точек. 2 из них, ТТ1 и ТТ2, расположены более поверхностно и ближе к боковому краю мышцы. И 2, ТТ3 и ТТ4, более глубоко и ближе к позвоночнику. Боль, отраженная из этих точек, чаще всего тупая, однако при движениях может трансформироваться в острую и даже режущую. Первая триггерная точка находится сразу же под 12-м ребром и вызывает боль вдоль подвздошного гребня и в область низа живота, иногда уходя в область паха. ТТ2 локализуется возле гребня подвздошной кости и отражает боль в область большого вертела бедренной кости и наружной верхней части бедра. Иногда боль настолько выраженная, что человек не может ни лежать, ни опираться на ногу на пораженной стороне. Третья триггерная точка расположена в области поперечного отростка 3-го поясничного позвонка и вызывает боль в области крестцово-поясничного сустава. Четвертая триггерная точка находится в области поперечных отростков 4-5 поясничных позвонков и отражает боль в нижние отделы ягодицы. Иногда молниеносно возникающая боль в районе глубоких триггерных точек может уходить по передней поверхности бедра в область надколенника. Самым простым и доступным методом освобождения от триггерных точек является сильное механическое воздействие на них с последующим вытяжением целевой мышцы. Реализовать первую цель терапевтического процесса можно при помощи большого массажного ролла и массажных мечей. Сначала необходимо качественно прогреть мышцы и фасции области поясницы на большом ролле,
а затем оказывать воздействие на самую болезненную область массажным мячом. Можно осуществлять как раскачивающие движения вправо-влево, вверх-вниз, по часовой и против часовой стрелки, так и статическое воздействие на триггерную точку в течение 30-60 секунд. Если боль очень интенсивная и в положении лежа возникает непреодолимый дискомфорт, можно начать работу у стены, дозируя степень воздействия на поврежденный участок мышцы. Еще одним инструментом, который оказывает интенсивное механическое воздействие на пораженную квадратную мышцу поясницы, является тренажер DriveMass. Путем чередования рабочих роллов можно оказать интенсивное давление на проблемную зону. Все ссылки на данные тренажеры находятся в описании под этим видео. К тому же постоянные подписчики моего канала найдут там же скидочный промокод. Вторую цель лечения пораженной квадратной мышцы вытяжения можно реализовать при помощи ряда упражнений. Теперь, когда мы знакомы с анатомией и функцией квадратной мышцы поясницы, становится очевидным, что упражнения, при котором при фиксированном тазе происходит боковой наклон в сторону, наклон вперед и вращение корпуса, будут способствовать вытяжению квадратной мышцы поясницы. То же самое верно и в отношении фиксированного положения корпуса и позвоночника при изменении положения таза. Давайте смоделируем на скелете самую массивную вертикальную группу мышечных волокон и посмотрим, как она вытягивается при выполнении различных упражнений. Осуществить вытяжение квадратной мышцы поясницы можно при помощи боковых наклонов стоя, сидя, лежа. Так как при двустороннем сокращении квадратной мышцы поясницы происходит разгибание в поясничном отделе позвоночника, то, соответственно, сгибание в поясничном отделе позвоночника будет приводить к вытяжению мускулус квадратум lumborum. Этого можно добиться следующими упражнениями. Например, наклоном в положении стоя, утанасана, наклоном в положении сидя, пашчимоттанасана, заведение ног за голову в положении лежа на спине, халасана. Так как при одностороннем сокращении квадратная мышца поясницы принимает участие в скручивании позвоночника, то упражнения, в которых осуществляется скручивающее воздействие, также будут способствовать вытяжению противоположной квадратной мышцы поясницы. Это могут быть скручивание корпуса стоя, скручивание корпуса сидя, скручивание корпуса лежа. Очень интенсивно вытянуть квадратную мышцу поясницы можно при помощи париврита джануширшасаны, в которой происходит сочетание бокового наклона корпуса при фиксированном тазе и скручивания позвоночника. Следует иметь в виду, что левая и правая квадратная мышца поясницы очень связаны между собой. И упражнения, например, такие как сантолана-асана, в которых происходит наряду с вытяжением одной стороны квадратной мышцы поясницы интенсивное сокращение на другой, могут привести к активизации триггерных точек в противоположной, здоровой стороне. Поэтому в начале терапевтической работы предпочтение нужно отдать более пассивным упражнениям. Например, боковой наклон корпуса стоя, париврита джануширшасана, скручивание в положении лежа на спине. А затем, по мере улучшения самочувствия и роста тренированности, можно добавлять в свою регулярную практику более интенсивные упражнения, такие как сантолана-асана, джатхара паривартана-асана и другие. Спасибо за просмотр данного видео. В следующем видео мы поговорим о еще одной частой и распространенной причине возникновения боли в спине и пояснице – подвздошно-поясничной мышцы. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы быстро получать уведомления о выходе нового контента. Если данное видео оказалось полезным для вас, пожалуйста, поддержите его лайком, поделитесь со своими друзьями. Я желаю вам прекрасного самочувствия, отсутствия боли и всего самого наилучшего. До скорых встреч. Пока.